How many of you did I meet last time I was here? How many of you have seen me before? Как много из вас уже видели меня? Я приезжал в прошлый раз, и с кем я уже виделся. Okay, so most of you not. Большинство из вас меня не знают. It's very good to meet you. Очень рад с вами познакомиться. And I look forward to getting to know you. Я с нетерпением ждал встречи с вами. Well, actually, to the side, I think we'll like it. Let me get to my notes. Сейчас достану свой конспект. Okay, so as we go along in this course, I will take some time to also talk about the expectations of the whole program. Мы с вами будем проходить этот курс, будем изучать все это, и я вам расскажу немножко больше о ожиданиях вообще от всего этого курса и от всей нашей школы. I know that some of you are having some questions about that, so I'll try to make sure and answer any questions that you have about the program. Я думаю, что многие из вас имеют какие-то вопросы о том или ином аспекте, вот я постараюсь вам ответить обо всем. I'm very excited that we are able to do this school here with you. Я очень рад, что у нас есть такая возможность с вами проводить эту школу здесь. It was really a series of God connections that even brought us Это here. на самом деле было просто Господнее руководство, как Он просто соединил нас чудным образом. A year ago, Год назад I did not know. я еще не знал пастора Александра. So God has done many things in a year. И за этот год Господь сделал огромное количество разных вещей, чудес. God has done many things. Очень много вещей. The kingdom of God Царство Божие is really moving very quickly on the на earth right самом now. деле очень сильно движется на земле. And I'm working in about 25 countries right now. Я сейчас работаю где-то около 25 странах, разных странах по всему миру. It is really amazing to see. И удивительно видеть, We are at a very unique time in history. что мы с вами живем в уникальное время истории. And it's sometimes when your life is normally in one city, sometimes it's not always easy to see. И когда, вы знаете, окружены одним и тем же самым, вы живете в одном городе, очень сложно увидеть больше. But when we begin to get a global perspective, Но когда мы с вами начинаем видеть в перспективе всего мира, and we begin to open our eyes, когда мы открываем наши глаза, what we see то, что мы увидим, is something incredible. что происходит что-то удивительное. You live in a country that is having much political difficulty right now. Вы живете в стране, в которой имеет сейчас огромное количество политических проблем. Your economy is horrible. Экономика ваша, будем честны, ужасна. There are so many things that we could count that are bad. И так много вещей, которые мы можем с вами поместить в список и сказать, как все плохо. Okay, you have sons. You have children going into an army that can't even provide them guns and uniforms. Ваши дети, ваши сыновья должны идти в армию, должны оставить свою страну, даже там, где они не имеют никакого обеспечения, у них нет ни униформы, у них нет даже оружия, чтобы защититься. You have to have volunteer organizations У вас есть just to be able to волонтеры, которые помогают им это все в обеспечении всем необходимым, provide those things. чтобы обеспечить всеми There's этими many вещами. difficulties. Много разных трудностей. And you know many other countries are having similar difficulties. И я могу вам сказать, что многие страны есть, которые имеют такие же самые трудности и сложности, проходят то же самое. The news focuses on these things. И все масс-медиа, все новости, они сфокусированы только на этом. The media is happy to tell us about all of these И problems. медиа очень рада и получает огромное удовольствие, когда рассказывает нам о всех этих проблемах. And they fulfill their commitment very well. И они исполняют свое повеление очень сильно хорошо, в отличие от нас. But what you will never hear on the news Но то, что вы никогда не услышите в новостях, is what God is doing in the earth. это то, что Господь делает на земле. How churches are growing faster than ever. Наши церкви, они возрастают намного быстрее, чем когда-либо. How even traditional churches are changing all Даже over the world. традиционные церкви, они меняются по всему миру. How denominations, Как for the деноминации, first time in history, в первый раз в истории, are beginning to look at each other with love они начинают смотреть на друг друга с любовью. and not competition. И не иметь никакого, знаете, противостояния, никакого соревнования. Things are happening that have never happened before. Происходит то, что никогда еще раньше не происходило. We're seeing supernatural level of activity
happening in countries that you never saw it before. И мы видим с вами огромное количество просто сверхъестественных вещей, которые никогда раньше не происходили в разных странах, которые происходят сейчас. About 3 weeks ago, I was in Nepal. 3 недели назад я был в Непале. I went to the city of Pokhara. Я поехал в город Покхара. That's the second largest city in Nepal. Это по количеству второй город, один из самых больших. And I visited a church there. И там была церковь, куда я поехал. The church had about 120 people. В церкви где-то 120 человек. 120 120 человек. in Nepal. В Непале. In a city. В городе. And about 70% of the people in this church И где-то 70% людей этой церкви. were under 30 years old. Им было где-то до 30 лет. I was looking at a whole crowd of youth. Я смотрел на огромную толпу молодежи. And then I was told by the pastor, И потом мне пастор сказал, most of them большинство из этих ребят, are first generation Christian. они есть первые христиане в своем роду. Most of the people there, their parents Большинство are not Christian. людей, большинство молодежи, их родители, они неверующие люди. And then he told me, И тогда он мне сказал, we now have 70 churches in our city. сейчас в нашем городе есть 70 церквей. 70 churches 70 церквей in one city в одном городе, in Nepal. в Непале. All of the churches Все церкви, are growing. они возрастают. The week before I went there, За неделю до того, как я туда поехал, the Nepal government passed a law. Правительство Непала выдало закон. It is now illegal to evangelize. Not illegal. It is now illegal. Сейчас теперь нелегально, это противозаконно евангелизировать. Because it's primarily a Hindu country. Потому что вообще-то это у нас, страна буддизма. And they were seeing the growth of the church. И они видят, что церкви растут, So they passed the law. поэтому им нужно было сделать закон. So what do you think that law is going to do? Как вы думаете, что закон этот сделает? Exactly. Именно так. Because history, it always happens in history. Потому что в истории всегда так происходит. Every time you try to put a stamp on Каждый раз, it. когда okay? говорится «нет», происходит взрыв. So the government Поэтому has just правительство guaranteed гарантирует, that the church is going to grow in Nepal. просто утверждает то, что церкви в Непале возрастут. Yeah. It's amazing to see what's happening. Удивительно просто видеть и наблюдать, как все это I've происходит. been in the last year, В прошлом году I've seen the same kinds of things я видел те же самые вещи in Peru, в Перу, Nicaragua, в Никарагуа, in Guatemala, в Гватемале, in Costa в Rica, Коста-Рике, Cuba, на Кубе, in Africa, в Африке, South Africa. в Южной Африке. You know how much political problems right now Вы they're having знаете, in South Africa? какое огромное количество разных политических проблем сейчас там. The chances of violence breaking out between black and white in South Africa is daily. Could happen any moment. То есть вот это противостояние белокожих и чернокожих, оно может просто в любой момент взорваться в Африке. Yeah. Жестокость огромная. The tension is so thick there. И напряжение просто огромное And the между людьми. church is growing. Но самое интересное, что церкви, они растут. And the existing churches are changing. И те церкви, которые уже там долгое время, они меняются, они трансформируются. In Kenya, В Кении it's growing. растут церкви. We have 4 different schools in Kenya. У нас есть 4 разные школы в Кении. And they're asking for more. И они просят еще. And they're taking the training and they're planting new churches everywhere. Мы проводим для них курсы, и они начинают просто насаждать церковь We туда, have куда они не we have идут. a school just like this one У нас есть такая же самая школа in a Maasai tribe. в племени Масай. Maasai. Up in the mountains of Kenya. Они там живут на горах Yeah. в Кении. This is and so we're able to be in places and see what God is Господь doing. позволил нам быть в разных местах и видеть то, что Он делает, то, что Он производит в этом мире. And we're just one small part. И мы просто один маленький такой пазл, кусочек всего We're этого. one piece of that puzzle. Маленький кусочек этого пазла. So here's what I want you to understand. Вот что я хочу, чтобы вы поняли.
that God is sending out a call to all of us. Господь взывает к нам, Он посылает зов свой к нам. That it's real. И Он говорит нам, что это And реальность. He's ready to move now. Он готов идти Okay. и двигаться сейчас. We don't have time anymore У нас to больше нету времени с do вами, church in the normal way. чтобы продолжать насаждать и делать церковь в обычный нам привычный способ. God is on the move now. Потому что Господь сейчас находится в движении. He wants people in His kingdom. Он хочет людей для своего царства. And He wants His people that are in the И kingdom Он хочет, чтобы люди, те, которые находятся в Его царстве, to look like it. они выглядели, и To были act like it. похожи и действовали. He wants them comfortable Он хочет, чтобы они, им было уютно и хорошо with a new way of living. в новом способе, в новом веянии жизни. He wants us to know how to reach into heaven and bring the Он хочет, resources of чтобы heaven мы to знали с earth. вами, как достичь Царства Божьего и принести это Царство Божие сюда, здесь, на землю. And that becomes our lifestyle, И чтобы это стало нашим стилем жизни. just the way we live. Просто наш обычная повседневная жизнь. When you see someone healed, Когда вы видите, что кто-то исцелился, okay, don't say, oh, не I говорите: can't believe it. О Боже, невероятно! No, we say, Мы говорим: it's another day in the kingdom. да, еще один день Царства Божьего. Что удивительного здесь? So tonight we're going to begin talking about perhaps the most important topic of our generation. Сегодня мы с вами будем говорить, я думаю, что одной из самых важных тем всего нашего общества. And if we want to see the kingdom come, И если мы хотим с вами увидеть, как придет Царство Божие, we're going to have to pay attention to мы this должны topic. очень внимательно с вами обратить внимание на эту тему. For generations now, Для всего общества the сейчас church all over the world has made a horrible mistake. церковь всего мира сделала одну очень ужасную ошибку. We got a kingdom priority mixed up. Мы абсолютно поменяли приоритеты Царства Божьего. Jesus said two things very clearly. Иисус сказал две вещи очень ясно. Okay? The Он first one, сказал, первое, the first one comes from Matthew chapter 16. Матфея 16 глава. Do you remember the story of when Jesus takes his disciples Помните to, историю, когда Иисус берет своих учеников? he takes them to Caesarea Philippi. Он берет их, чтобы общаться с ними. Now, and this is really strange. Okay? Достаточно странно. Because Caesarea Philippi, no good Jew would go to that city. One more time? Okay, This is the name of town? The city's name is Caesarea Philippi. Кесария. Город Кесария. Да, Филиппо. Это не тот город, в который обычно Yeah, Иисус брал своих I учеников. have no idea how to Да, pronounce me that, either. so. Okay, this city Этот город, was the center of pagan worship. это был центр языческого поклонения, They worshiped the god Pan. где они поклонялись Господу. This god was half man, half goat. Ага, это был, я не знаю, как они называются, вот эти, которые половина конь, половина... Да. То есть они поклонялись именно этому Богу. And the worship was very perverse. И поклонение было очень странным. Okay, they would have sex with goats during the worship. Они занимались Temple worship. сексом с этими козами или как что-то, с конями, кентаврами, And с козочками. the temple for this god was in this city. И храм этого Господа, Бога, он был посередине этого города. Jews stayed away from this city. Понятно, иудеи, они были далеки от этого города. You would not want to be seen. Мы не хотим принимать никакой на себя грех, быть близко к этому городу, даже смотреть в его сторону. I've been to that city. Я был в этом городе. And the old temple И is старый этот храм still there. до сих пор находится там. There's a big platform where they did the Там worship. такая огромная платформа, где они проводили свое поклонение. And they built the temple and the platform for worship right next to a cave that was a spring, a water spring. И они построили эту платформу этого поклонения как раз сразу же возле пещеры, там, откуда проистекала вода, где был источник воды. And there was a river there that Там came была речка, from the ground. которая текла с самой земли. And the pagans believed
И они верили, that anywhere where water came from the ground, откуда бы не проистекала вода из земли, that was a pathway to the underworld. это означал путь в подземелье, в другой мир, подземный мир. So they built their temple there. Поэтому они построили храм именно там. And on the cliff, there's a cliff И там behind the platform. И там была каменная платформа. And they have places carved out where they had the statues of the god. И там они поставили все эти тотемы, все эти статуи вот этих богов. The statues aren't there anymore. Статуй больше там нету. But the places carved out are still Но there. именно вот это вот вырезбленное, вот это место, где оно было, там осталось. And I stood on that platform. Я стоял на этой платформе. And there's something interesting. И что-то интересное. I learned I didn't know. То, что я узнал, чего я не знал. There's a nickname for the platform. Есть даже у них название, да, никнейм этой платформы. That the pagans called it. Так как назвал этот народ их. The worship platform was called the rock. Вот эта вот платформа, она называлась скалой. Because it was carved out of rock. Потому что она была сделана, затесана из камней. And the cave, и вот эта пещера, where the water come out, откуда вытекала вода, they had a name for that too. Они также называли эту Because пещеру. it was an entrance to the underworld. Потому что это было, знаете, как переход в другой мир. They called it the gate of hell. Они называли это воротами ада. Isn't that interesting? Интересно. And so Jesus, in this story, in Иисус в этой Matthew истории, 16, Матфея 16, Jesus takes his disciples there. Иисус берет своих учеников именно сюда. Why did he do that? Зачем? Can you imagine the Можете это disciples? представить Like- удивление у его учеников? Why are we here? Что мы здесь делаем? Что мы здесь забыли? Don't tell my mother that we Пожалуйста, не came говорите моей here. маме, что я тут был. It's like why is Jesus bringing us Что это here? Иисус меня сюда привел? This is the Это worst самое place. ужасное место, где я мог оказаться. Yeah. Да. And so Jesus takes them there, А Иисус взял их туда. and we don't know everything he И мы said. не знаем все, что Он говорил. But the Bible tells us of this Но one Библия story. говорит нам одну маленькую историю. He turns to his disciples Он повернулся к своим and ученикам. he says, "Who do people say that I am?" И он говорит, за кого меня считают люди? Now, I think it's interesting Я думаю, это достаточно that интересно. Jesus took them to the center of pagan worship to ask that question. Иисус привел всех своих учеников на место поклонения, языческому поклонению, чтобы задать такой вопрос. And he says this. И он сказал, He says, "Who do people say that как I вы am?" думаете, кто я для людей, кем они меня считают? And then he asked this question. А потом он задал вопрос, Who do you say that I am? как вы думаете, кто я для вас? Now I wonder, I don't know, but I wonder. Мне интересно, я не знаю I точно, wonder if Jesus was standing on that но мне platform интересно, стоял ли Иисус на этой платформе в тот that was момент, called the rock, которая называлась скалой, looking at the cave смотря на пещеру, called the gates of hell. которая называлась ворота ада. And Peter said, И мы знаем, что Петр сказал, "You're the Christ, ты Христос, the Son of the living God." ты есть Сын Бога Живого. And then Jesus says to him, Иисус сказал ему, really he's saying it to all his disciples. Он говорил это всем своим ученикам. He says to Peter, Он сказал Петру, you got that by revelation. ты получил это через откровение. And then he says, И потом он сказал, your name твое имя is Little Rock. это маленькая скала. And on this rock, И на этой скале I will build my church. я построю свою церковь. I wonder if he was standing on Интересно, стоял ли он тогда на той платформе, the rock. на той скале. And then he says next, И тогда он говорит дальше. and the gates of hell will not be И able to stand ворота against it. ада они не смогут одолеть. I wonder if he was looking at that Интересно, cave смотрел ли он тогда в тот момент на эту пещеру с водой, when he said that. когда он это сказал? Here's what I want you to see. Вот что я хочу, чтобы вы здесь увидели. Jesus said, Иисус говорит, I will build my church. я построю свою церковь. He said, I will build my church. Он говорит, я построю свою церковь. So that's very important. It Это очень establishes важно. a kingdom priority. Это и есть приоритет Царства Божьего. But then we go to Matthew chapter 28. Потом мы с вами передвигаемся в Матфея 28.
Matthew 28, verse Матфея 18. 28, 18 стих. Jesus is about to go to heaven. Иисус уже собирается навстречу своему Отцу на His небесах. ministry on earth is done. Его служение на земле уже But закончилось. he has one more very important set of instructions to Но у give to него his есть disciples. еще одна очень важная вещь, которую он оставляет своим ученикам и говорит. And he says, И он говорит, because now he's died, he's risen from the dead, так как он умирает и он воскрешается, he has conquered death. он абсолютно побеждает всю смерть. He has shed his blood for our sins. Он отдал всю свою сущность и пролил свою кровь за нас. So he's Отдал свою плоть. He's standing there now, Он стоит and he и says, говорит, all authority всю власть, in heaven and earth belong to me. которая есть на небе и на земле. He was just telling them the boundaries of his kingdom. Он говорит о силе своего царства. The boundaries are all of heaven, all of creation. То есть он говорит о том, что есть в его царстве. Это абсолютное небо, абсолютная земля. Все. Okay, in other words, everything. То есть, другими словами, все. Okay? Не только одно небо. I have it all. У меня есть все, он говорит. Это все мое. And because I now have it all, И так как у меня есть абсолютно это все, I want you to go. я хочу, чтобы вы пошли. And I want you to make И я disciples. хочу, чтобы вы воспитывали учеников, чтобы вы делали учеников. And I want you to baptize them. И я хочу, чтобы вы их крестили. And I want you to teach И them я хочу, чтобы вы их учили, to live like I taught чтобы you. они жили так, как я это заповедал. Okay? So Jesus said, Иисус говорит, I want you to make я disciples. хочу, чтобы вы воспитывали и делали учеников. So I want to put those two separate things together Я хочу вот эти две отдельных вещи поместить вместе, so we can see the kingdom чтобы priority. мы с вами увидели приоритеты Царства Божьего. Jesus said, I will build my church, Иисус говорит, я построю свою церковь, you make disciples. а ты будешь делать учеников. Everybody agree that that's what Все he said? согласны? Все согласны с тем, что сказал Jesus Иисус? said, I will build my church. Иисус сказал, я построю свою You церковь, make а disciples. ты делай Okay? учеников. That is a kingdom priority. Это и есть приоритеты Царства Божьего. But what happened? Ну что произошло? What happened? Что произошло? The church Церковь mixed it up. поменяла абсолютно They switched приоритеты. it around. Они перевернули их. So for generations, Поэтому уже многие годы we've been цивилизация. building churches Мы продолжаем с вами строить церковь. and hoping that Jesus will disciple И them. с надеждой ожидаем то, что Иисус, Он будет воспитывать и делать учеников. That's how we've evangelized. Это то, как мы с вами евангелизируем. We've been building churches, Мы строим церкви, doing church. делаем церковь. Okay? Building church. Билди, ну именно здание церковь. Мы же уже протестанты, мы знаем, что церковь это не здание. А он же делает акцент на здание. Ну, Okay. ага. Building, То есть мы church строим building. здание. Not just buildings, doing church programs, but also doing church programs, Да, но мы doing строим church церковь. activities. Мы делаем разные эти. Yeah. Здания тоже сюда Yeah. входят. It's been buildings, activities, worship. Мы проводим разные служения, мы поклоняемся, Okay, we've been doing classes, мы проводим разные классы right? обучения, Conferences. конференции. Yeah, we do lots of Мы делаем activities. очень много, мы очень заняты с вами разными do- служениями. Okay, bring a friend day. Мы, да, делаем день друзей, приводим друзей, We день do lots of открытых дверей. activities, okay? Мы делаем с вами очень много We разных spend our проектов. time doing church, Мы проводим с вами абсолютное время для того, чтобы построить церковь. and we've left the discipleship up to Но God. мы и отдаем на произвол и говорим, что Иисус, а теперь ты занимайся учениками. And how well has that worked? И как долго это будет работать? Как это срабатывает? It really hasn't, has it? Вообще-то не очень. For pastors, it's very frustrating. Для пастора это очень... For people that want to grow, не очень работает. Для людей, которые хотят возрастать, it's very frustrating. это очень не самая лучшая ситуация. And it's really frustrating for a pastor to hear somebody say, I just don't get fed there. И очень часто, когда люди, для пастора это очень, знаете, так обидно слышать, когда говорят, меня там не накормили, для меня там что-то не сделали. But all of this is happening Но все это происходит, because we got it backwards. потому что мы с вами поменяли приоритеты. What if Но если, что если we spend our time мы будем с вами проводить, использовать наше время, making disciples?
чтобы воспитывать и делать учеников. And then when we had enough disciples, И когда у нас будет достаточно учеников, we looked up and said, "Oh, we have a church." мы такие: вау, у нас теперь есть церковь. Because that's the way it happened in the Потому book of что Acts. вообще-то так это происходило, да, в книге Деяния. Well, look, Вау, 3,000 people. посмотри, 1000 людей. Где I они guess we have a взялись? church in Jerusalem Вау, у now. нас теперь есть церковь. Надеюсь, что в Иерусалиме тоже есть такая церковь. That, hey, I just heard in Antioch there's some believers up Я there. только что слышал, что там в Антиохе куча верующих. Barnabas, I want you to go check Я it хочу, out. чтобы ты, да, пошел, проверил, кто там. And Barnabas goes to Antioch. Он идет в Антиохию. Oh, Он говорит: there's a church. вау, церковь взялась где-то. Because they were making disciples. А почему? А потому что они делали и воспитывали учеников. You make disciples, Вы делаете учеников, I will build my church. а я строю свою церковь. That's the way it's supposed to work. Вот так это должно работать. And I wonder И мне очень интересно, if church administration, если and церковная structure, администрация, структура, I wonder if that работа, all would be much easier я уверен, что это будет намного легче, if we had the priority correct. если мы с вами поставим правильные приоритеты в наших церквях. I think it's worth trying and to find out. Мне кажется, что это стоит того, чтобы попробовать. The final task that Jesus gave us Последний тест, который дает нам Иисус, was to go make disciples это идти и делать учеников. and teach them. И учить их. See, we evangelize Мы с вами евангелизируем, and we baptize, и мы с вами крестим. and then we go to the next one. А потом мы с вами идем дальше. But what if we actually listen to what Jesus said? Но давайте все-таки услышим то, что Иисус здесь говорит. We evangelize, Мы we евангелизируем, baptize, мы крестим, we teach, мы учим, we disciple, мы воспитываем, we mature, мы делаем их зрелыми, we create spiritual strength, мы помогаем им создавать духовную силу. and then we do it again, И потом мы делаем это снова. and then we do it И again. потом мы делаем это снова. Now, in Scripture, В Писании, well, I'm getting ahead of myself. Let me back up a little bit. Look at your notes on your посмотрите, lesson 1. урок номер 1. So the basic command of Jesus is to go Главное поручение, которое дал нам Иисус, это идти and make и disciples. делать учеников. So if we take these two words, Если мы с вами возьмем два этих слова, go, идти make, и делать, that means that there is definitely some work that we need to do. то мы сразу с вами видим, что есть работа, которой нам нужно заняться с And then we вами. add a third word, И тогда, если мы добавим с вами третье слово, teach. учить, Go, идти, make делать disciples, учеников teach. и обучать, учить. Now if we took those three activities Если мы с вами возьмем эти три действия, and that becomes the core of our existence, и если это станет ядром, сердцевиной нашего существования, We нашей go. жизни, идти, we make disciples делать учеников, and we teach them. и мы обучаем их. You know what that produces? Вы знаете, что это произведет? It produces disciples Это произведет учеников, that go которые будут идти, and make disciples которые будут делать учеников, and teach и them. которые будут их учить. And you know what that А produces? знаете, что это произведет? Disciples Учеников, that go которые будут and идти, make disciples которые будут делать and учеников, и teach которые them. будут учить их. I want you to imagine for a moment. Просто представьте это на Just use our секундочку. imagination, okay? Просто- We're just gonna get crazy for a Просто minute, включите okay? свою самую, не знаю, сумасшедшую свою фантазию. What if Если бы, вот подумайте только на мгновение, the first generation of Christians первое сами поколение христиан did that, сделало это, but they didn't stop?
и они не остановились бы. that they raised up a generation of disciples that lived like Jesus. Они бы воспитали то поколение, которое жило точно так, как жил Иисус Христос. And then that И generation тогда то поколение raised up disciples подняло бы других учеников, to live like Jesus did. чтобы жить точно так, как жил Иисус. And then that И generation, потом то and it поколение. kept going И это продолжалось бы, продолжалось и продолжалось. all the way down to this generation. Все поколения до этого момента. What would the church look like? Как бы выглядела церковь? Can you Можете imagine себе it? представить? What would it look like? Как бы церковь выглядела? What would it be like to be a believer right Как это now? быть тогда верующим человеком? If Что бы это that- значило? if that Если бы все это generational продолжалось с discipleship had поколения в happened. поколение, вот это ученичество продолжалось с поколения в поколение, что бы тогда было? How much of the kingdom would be actually Как бы много happening on Царства earth right Божьего now? бы происходило и было на земле сейчас. I mean, I like to think about that. Я очень люблю об этом думать. Because I think God still wants it. Потому что я верю, что Господь хочет этого всего. I think He's still dreaming about it. Я верю, что Он мечтает об этом. I think He's still waiting for somebody to look at that original instruction И я верю, то, что Он ожидает тех людей, которые посмотрят на изначальную инструкцию, которую Он and дал, ask the и question, зададут вопрос: what if we did that? а что если бы нам так попробовать сделать? Вдруг сработает. What if we tried it? А почему бы не попробовать? What if we made А disciples давайте это сделаем учеников, that believed that they could live in the same reality that Jesus lived in? чтобы поверили они, чтобы они верили, что они могут жить той же самой реальностью, в которой жил Иисус. Yes, I think about it. Я как думаю об этом. I've committed my life to Я this. просто даю свою жизнь на это. I've committed my life to learning what it's like to live in the same reality as Jesus. Я отдал свою жизнь для того, чтобы понять и осознать, как это жить реальностью Иисуса Христа. And what it's like to make disciples И to live in как that same это reality. жить реальностью, которая делает учеников. And what I've seen is amazing. И то, что я вижу сейчас, это удивительно. Because God likes it. Потому что Господь очень это любит. He blesses it. Он благословляет He это. empowers it. Он дает власть и могущество этому. Okay, everybody, go with me. If you have your Bibles, go with me to Matthew chapter 28. I want Если to у вас look at есть that. Библии, давайте откроем с вами Матфея 28. Verse 18 of chapter 28 of Matthew. Матфея 28. And read through 20. 18 through 20. С 18 по 20 стих. Now, read it slowly and listen carefully to all of it. Читаю очень медленно. Дрю попросил слушать очень внимательно. «И, приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Amen. Now, every word Каждое слово is important. очень важно. Okay? The first part of it, Первая часть, that all authority now belongs to Him. что вся власть на небе и на земле, она принадлежит Ему. Why did He say that first? Почему Он сказал это первым? Why did He open that statement up with Зачем that? Он сказал это, провозгласил это в самом начале? You notice that, Заметьте, that He says, all authority has been given to me in heaven and on earth, therefore. Он говорит о том, что вся власть на небе и на земле дана мне для. Because I have authority, Из-за того, что у меня есть власть, because everything now belongs to потому me, что все принадлежит мне, because of that, I'm sending you. потому что это все есть у меня, я посылаю вас. Okay? Now, get that, because that's so important. Поймите это, потому что okay? это очень важно. The rest of it doesn't have the same meaning unless we understand that. Потому что все остальное, оно не будет иметь того значения, если мы сами сразу не осознаем это. Because I have all authority, Потому что я имею всю власть. I want you to go Я хочу, чтобы вы пошли. and make И disciples чтобы вы делали учеников of entire nations. по всему народу, по всей земле, по всему миру. Now, I want you to understand the Я хочу, vision чтобы of Jesus. вы okay? просто увидели здесь то, что говорил Иисус. Jesus never thought small. Иисус никогда не думал очень, знаете, так
стесненно, очень маленько, да, очень так в рамках, And узко, some узко. people make a big mistake with that. И Okay? очень часто люди делают огромную ошибку со своим узким мышлением. Okay? Some people think, oh, well, Jesus cares about the little things. Иисус заботится только о маленьких таких And look, he вещах. spent all of his time with just 12 people. Он провел Okay? все это время просто с 12 учениками. And he just 12. cared about the И individual, заботился о них только индивидуально. okay? Which is all true. Это правда, так и есть. But we make a mistake in Но мы делаем thinking с вами Jesus- огромную ошибку, когда мы Jesus с вами думаем, что only cared about the... Иисус заботился только о the small 12, things. о маленьких Okay? как-то вещах. But ask this question. Но задайте вопрос, Why did Jesus почему spend time with 12 people? Иисус проводил время с 12? What was Jesus seeing? О чем он думал, что он видел в этом? And we get a glimpse of И that тогда мы с вами увидим ключ к in этому this verse. в этом стихе, When he says, когда он говорит: okay, here are 12 of you. хорошо, вот вы 12 здесь. All authority Вся власть over all of creation, на все, во всем этом over all мире, of the universe, во всей over вселенной, all of heaven, на небе, it belongs to me now. вообще-то принадлежит мне. I took it away from Satan. Я забрал это I все took it away from everything that Все, else что that would могло want to own it. этому помешать. Все это надлежит I have мне. it now. Я имею это. So here's what I want you Поэтому to do. вот что я хочу, чтобы вы сделали, I парни. want each of you Я хочу, чтобы каждый из вас to go пошел and disciple an и entire nation. наставлял весь мир, всю нацию. Not 3 people, Не 3 not человека, 3,000 не people. 300 Do человек. entire countries. Возьмите всю страну. You getting this? You Вы seeing понимаете, о it? чем Okay? я вообще? К And he чему я веду? says, baptize them Он говорит: крестите, and then teach them учите, to live чтобы они in жили the same reality в той же самой that I реальности, taught you. которую я дал вам. What reality Какой did реальности? Jesus teach his disciples? Той реальности, которую Иисус учил своих How did he учеников. teach his disciples Как to он live? учил своих учеников? What did Jesus command his disciples to do? Что он сказал своим ученикам делать? He commanded them to love, right? Он сказал им любить, не так ли? Right? He commanded them to forgive. Он сказал им прощать. He commanded them to heal the sick. Он сказал, что вы должны исцелять. He commanded them to raise the dead. Он сказал, что вы даже можете воскрешать больных, мертвых. He commanded them to cast out demons. Он сказал, вы можете даже изгонять всяких демонов и бесов. He commanded Peter Он повелел Петру to walk on the water. пойти по воде. You ever think of that? Просто подумайте об этом. When Peter saw Jesus doing it, Когда Петр увидел, как Иисус это he делает, said, Lord, if that is он you, сказал: Господь, если это ты, command me to come to you on скажи the мне water. прийти к тебе. And Jesus said to Иисус Peter, сказал Петру: No, Peter, нет, Петр, I'm Jesus. я Иисус, You're not. ты нет, I can walk on the я water. могу ходить по You're воде, just a а ты person. просто человек. What did Jesus tell him? Что сказал ему Иисус? He said, he asked him, if it's you, command Он me to come говорит: to you. если это ты, Господь, тогда скажи, чтобы я пошел. And Jesus said, Иисус сказал: come. пойдем. What did Jesus command his disciples to do? Что Иисус повелел своим ученикам делать? Because that's in the Great Commission, Потому что это есть часть нашего великого he поручения. says, go and teach your Он сказал: disciples иди и to- обучай своих to учеников, obey everything that I commanded чтобы you. они повиновались всему, что я заповедал вам. Do you remember in the book of John when Jesus is talking to his disciples about going to heaven? А помните в книге Иоанна, когда Иисус говорит со своими учениками о том, что Он he's- скоро пойдет на небеса? He's telling his disciples he's going to die and then Он говорит ученикам, He'll be что Он gone. скоро умирает, и что Он уйдет к Отцу. and he tells his disciples. И Он говорит ученикам, He said, I'm going to go, but I'm going to send you the Он Holy говорит: Spirit. я пойду, но оставлю вам And it's actually better that way. Духа Святого, который намного лучше, чем я. Because I can only be with you Потому что physically. я могу быть с вами только физически. But when the Holy Spirit Но comes, когда придет Дух Святой, I'll be able to be with you я 24/7. смогу быть с вами 24/7. And I will come in you and I will empower you. Я буду в вас, и я вам буду давать эту силу. And then he says, И потом он говорит: when that happens, когда это произойдет, you can ask for anything. вы сможете попросить все, что And if you угодно. believe, И если вы поверите you в will это, have it.
вы сможете это иметь. And then he says, И тогда он you говорит, see all of the things that you say me do? вы видите все вещи, которые говорили вы мне делать? You Вы will do greater things Вы than you сможете saw сделать me do. намного больше, чем я, то, что вы видели. So Jesus knew. Иисус знал. Jesus already had the Он vision уже знал, он уже имел это of видение. what he wanted to happen. Он знал то, что будет происходить дальше, то, что он хотел, чтобы происходило. So when he stood up at the very end Поэтому, когда он встал в самом конце and said, и сказал, I have authority, у меня есть власть, so I'm sending you, поэтому я посылаю вас, and I want you to и я create хочу, чтобы вы делали учеников, that live the same way. которые будут жить точно так же. Because what Jesus intended to happen Потому что Иисус, то, что Он хотел, чтобы происходило, was generations of disciples это чтобы это было поколение учеников, that live the same way. которые жили точно так, как Он повелел. So the real question Поэтому вопрос, is what happened? что произошло? Because somewhere that got lost. Что-то пошло не так, что потерялось. Somewhere Отставание. the church decided Некоторые церкви решили it could kind of just build churches. просто строить церковь. It could do some programs. Можно сделать разные It программы, could just minister to each other. можно служить друг другу, We could have a worship service and then we можно could go home проводить and feel good about прославления, можно ourselves. проводить вечера хвалы и поклонения, служить друг другу и идти домой. Somewhere we lost it. Где-то мы это потеряли, что-то произошло. You know, I talked to many pastors, Я разговариваю, общаюсь со многими пасторами. and when we talk about discipleship, И когда мы говорим с ними о ученичестве, 100% 100% believe it's important. верят, что это важно. 100%. 100%. There's nobody Нету ни единого пастора, that thinks discipleship is который not считает, important. что ученичество не важно. But when we begin to talk Но about когда мы начинаем говорить об этом, what it will take to put discipleship in their church, о том, чтобы начать именно ученичество в своей церкви, almost all большинство из них come to the same conclusion. приходят к одному завершению. That's not going to work. Это не сработает. That'll make too many people upset. Много людей будут себя чувствовать And nobody нехорошо, Nobody некомфортно. really, we don't even have time. У нас даже времени на это особо-то нету. Мы Nobody занятая has, церковь. nobody has time to disciple people. У нас нет времени, чтобы учить людей, наставлять и делать учеников. And so, we all think it's important, Но удивительно, все считают, что это важно, but none of us do it. но никто из нас этого не делает. And that's the world we live in now. И это тот мир, в котором мы с вами живем сейчас. And we have to deal with this reality. И нам нужно с вами что-то делать с этой We have to реальностью. deal with this before, if we want to see the kingdom Если мы с вами хотим увидеть Царство Божие, really begin to manifest on the earth, то Царство Божие, которое Иисус принес, чтобы оно было провозглашено здесь на земле. if we want to be able to say the prayer, Если мы хотим с вами провозглашать наши молитвы your kingdom come, и говорить о том, что Твое your Царство, will be done Твоя on earth, воля здесь, на земле, как и на небе. if we want the privilege of being able to pray that prayer, Если мы хотим иметь привилегию молиться этой молитвой, we're going to have to deal with this job description. нам нужно с вами обязательно пройти и прожить вот это местописание. This is the key, Это и есть ключ. and it's the answer И это ответ to what's been missing. на то, что мы упустили с And I вами. want to say that again. Я еще раз вам это повторю. For all of us who know that there's something missing, Для всех нас, мы все понимаем, что что-то упущено. this is it. Вот, это то, что было упущено. And if we can begin to take this seriously to the point that we will do whatever it takes И если мы с вами серьезно примем это в свою жизнь и заявим то, что мы будем делать все, что сказал нам Христос, we will then begin to see church like we've never seen it мы before. тогда сами увидим церковь такой, которую мы никогда еще не видели с Something вами. alive, Что-то живое, something viral, что-то очень могущественное, something powerful. что-то сильное.
because we are doing it in the priority that Jesus gave Потому us. что мы с вами это делаем в той приоритетности, которую нам сказал Христос. We trust Him to build His Мы church, доверяем Ему строение церкви, and we make disciples. а мы с вами занимаемся учениками. Amen? Аминь. So what is making a disciple? Тогда что же такое We'll- делать учеников, we'll- воспитывать учеников? Let's go through this and then we'll take a break. Давайте немножко об этом поговорить, и потом пойдем на перерыв. Well, let's talk about what it's not. Давайте подумаем о том, что не есть воспитание учеников. Discipleship is not a class. Воспитание учеников это не класс. A class can help. Класс может помочь. Formal training can be a part of discipleship. Формальные курсы, какие-то тренинги, они могут помочь. But if you are relying on a formal classroom to do discipleship, it will not Но happen. если вы полагаетесь на то, что обучение или какие-то обучающие классы будут делать учеников, вы потерпите крах в этом. Discipleship is not preaching. Воспитание учеников это не проповедь, это не проповедование. Preaching can help. Проповедование может помочь. But if you're relying on Но preaching, если вы полагаетесь на проповедование, then it won't happen. этого не произойдет. It's not a conference. Это не конференция какая-то. It's not a system of teaching. Это не какая-то система обучения, которая у вас в церкви происходит. It's not a set doctrine. Это не какая-то там доктрина, которая установлена в вашей церкви. What is discipleship? Что же такое ученичество? It's reproducing Jesus in other people. Это репродукция Иисуса в нашей жизни. It is a life-on-life interaction. Это жизнь, которая смотрит на жизнь Иисуса Христа. It is a skill. Это навык. It's something we learn how to do. Это то, что мы учимся, как это делать. It doesn't come naturally to a Это lot не, of people. это, знаете, это не появляется у нас с рождения. But you know, that's one of the reasons that Jesus said to disciple others. Вот почему Иисус, это была одна из причин, почему Иисус сказал им это. It has to happen intentionally, Это должно произойти, or it won't happen. или не произойдет. If I stood up here and just said, discipleship is important, you need to go disciple somebody. Если я стал бы здесь и сказал, ученичество очень важно, ты иди и делай учеников. About 3 of you 3 из вас would say, I can do сказали, that. вау, да, отлично, я этим и займусь. I know who, I'm going to go Я do it знаю, right я now. уже пойду Okay? сейчас. The rest Большинство из вас would start getting very nervous. напряглись бы Like- так слегка. I don't know who. Кого обучать? What would I say? Что я вообще скажу? How would I do that? Да что мне с ними I делать? don't know how to do Я that. вообще не знаю, как это I mean, делать. so we sit down Поэтому мы сидим, over coffee. пьем кофе. Okay, we're discipling now. Попили кофе, вот и ученичество неплохое. So, how was your day? Как день прошел? Yeah, that's what we think. Вот что like- мы думаем, когда говорим об We ученичестве. kind of freak out because Он, we знаете, такой, о, we don't know даже how to не do знаю, как that. это делать. You see, it's not natural Это неестественно для нас, until we learn how to. пока мы не научимся с вами, как это делать. It becomes natural Это становится естественным для нас, when it's a part of our culture. когда это часть нашей культуры. When somebody has spent time with you, Когда кто-то проводит с вами время, you know what it looks like. вы знаете, как это, как And ваши then you can do that взаимоотношения with someone происходят. else. И вы знаете, Okay? что дальше делать. The problem is, Проблема в чем? when you have a whole generation of people Когда у вас есть целое поколение людей, that don't know what it looks like, которые вообще не знают, что такое Never ученичество, experienced никогда it. не переживали его, how do you start? как можно начать? С чего начинать-то? Никто не знает, что делать. That's actually where we're at. Вот, вообще-то, в чем мы сейчас находимся. Like, okay, Хорошо, how do we do it? как нам это сделать? So here we are. Вот, мы пришли к этому моменту. We're in a very, very special moment. Мы с вами живем в очень особое время. We're in a place in history Мы с вами имеем огромное место в истории. where we are able to take back the Мы heart and vision of Jesus. имеем возможность возвратить на эту землю и все, что было в сердце Иисуса Христа. We can begin again something that was lost. Мы имеем возможность начать то, что было утеряно. And the Lord, И наш Господь, if we make the commitment,
Если мы отдаем себя, is going to help you do it. для того, чтобы это делать, Он обязательно поможет нам в этом. If you did not have a spiritual father, Если у вас нет духовного отца, that's okay. это нормально. It's not his will, Это, конечно же, не воля but Господа, it's okay. но это нормально. He will begin with you. Он начнет с вас. The next generation Следующее begins поколение right here. начинается вот здесь. And the Lord had to start it the first time. Господь начал это уже первый раз, So he'll start it again. и Он начнет это и снова. He just needs us to recognize it and to say yes. Он просто нуждается в нас, чтобы мы с вами это осознали и сказали Ему «да». So discipling is reproducing Jesus Christ in others Поэтому ученичество — это наше воспроизведение жизни Иисуса Христа but through relationship, через взаимоотношения, through example, через наш пример, through correction, через какие-то, возможно, выправления друг друга, through teaching, через наше наставничество, through praying через наши молитвы and doing things together. и через то, как мы с вами делаем что-то вместе, совместно. It's a skill that we learn, Это тот навык, которому мы с вами должны учиться. but we can learn it. Но мы можем этому научиться и научить. And it's a process. Этот процесс, A process of transferring what Jesus has это put in us процесс изменения того, что Иисус вложил в нас, and giving it to someone и else. отдать, и инвестировать это в кого-нибудь. And it actually works. И на самом деле это работает. And that's a key. И это есть ключ. Do we believe Верим ли мы с вами, that if we obey it, что если мы подчинимся этому, послушаемся этого, Jesus will give us the power to do it? Господь даст нам силу сделать это, Which brings me back to the passage we read. которая снова подтвердит то, что написано здесь. Read verse 20 again. Давайте еще раз прочитаем с вами 20 стих. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». So what was Jesus saying there? Что Иисус говорит здесь? Let me give it to you, okay? Я вам дам это. All authority is mine. Вся власть моя. Because of that, И поэтому I want you to go. я хочу, чтобы вы пошли. I want you to disciple, Я хочу, чтобы вы учили, baptize, чтобы вы крестили, teach, чтобы обучали. and И pay attention. будьте внимательны. I'm going to go with you Я пойду с вами all the way until the end of the job. до конца того, как вы завершите свою работу. All that authority that I have, Всю ту власть, которую я уже имею, it goes with you она пойдет вместе с вами. up until the job is finished. До конца, до последнего вашего дыхания, до последнего шага вашего. Jesus was promising his disciples Иисус пообещал своим ученикам, he was going to give them the power to do it. Он хотел дать им власть, ту, которая поможет им это воплотить в реальность. He was promising his disciples Он обещал своим ученикам, he was going to give them the authority что Он даст им власть to do it. это сделать. I have the authority. У меня есть власть, I am sending you, я посылаю вас, and my authority is going with you. и моя власть, она идет вместе с вами. So you don't have to worry about Поэтому вам не whether you're нужно, saying it just right. вам не нужно переживать о том, что вы будете сейчас говорить, что вы You скажете. don't have to worry about Вам whether не нужно you're enough of a беспокоиться, people person or not. Достаточно ли у вас подходит ли ваш характер к этому? You don't например. have to worry Вам не нужно об этом вообще беспокоиться. whether you have enough skill right now or not. Достаточно ли у вас каких-то умений или навыков, чтобы это делать? His authority is going to go with Потому you. что Его власть, она идет вместе с вами. It will develop your skill. Она позволит вам развить ваши навыки. And even when you say things wrong, И даже когда вы говорите что-то не так, the Holy Spirit will take it Дух Святой заберет это, and He will use it. и Он использует это. That is what Jesus was saying. Это то, что сказал Иисус Христос здесь. I will go with you Я пойду вместе с тобой up until the end. до конца. That is pretty amazing. Это удивительно. Stand with me. Поднимитесь. Lord Jesus, Давайте помолимся. Дорогой Господь, we've only spent 1 hour together so far. мы провели уже час вместе. But I ask, Lord, that Но я already прошу your Тебя, Holy Господь, Spirit чтобы begin to сейчас burn Твой in our Дух spirit. Святой
Он уже начинал огонь в наших сердцах. That you begin to do something deep in our Чтобы hearts. Ты, Господь, проводил еще больше, глубже работу в нашем сердце. Lord, when we leave this course, Господь, через этот весь курс something needs to have changed. что-то должно измениться. Transformation. Вот это изменение, превращение, Господь. So I ask you, Lord, Я прошу Тебя, Иисус, in this moment, right в now, этот момент, прямо renew сейчас, our minds. просто обнови наши мысли, Change how we think, измени наше мышление, how we see как мы everything. видим, That we're наше seeing it through видение, your eyes. чтобы мы видели Твоими глазами, In this Господь. moment, Lord, Чтобы в этот момент, Господь, take us each one возьми каждого из нас to your throne room. к Твоему трону приблизь. Stand us next to you on your throne. Помоги нам, Господи, стать рядышком с Тобой, And возле let этого трона. us see the И earth. помоги нам увидеть всю землю. Let us see the people Помоги нам увидеть всех людей from your с perspective. Твоей, Господь, Let us перспективы. see the kingdom. Помоги нам увидеть Царство Let Твое. us see the church Помоги нам увидеть Церковь from your Твою. perspective, Так, как видишь это Ты, from the Господь. throne room. Так, как Ты видишь со своего трона, Give us Господи. your Как Ты eyes видишь right Ты now. с престола, Господь. Дай нам Give us свой your взгляд. heart, Дай нам свое сердце, Господь. your passion, Твою страсть, Твою жажду, your Господь. desire, Твой огонь поэтому. your vision. Твое видение, Господь. Let's say something together, Давайте скажем что-то вместе. okay? Хорошо? So, I want you to say Я this. хочу, чтобы вы сказали это сейчас. I am a disciple of Jesus Christ. Я ученик Иисуса Христа. As a disciple, Как ученик, I can disciple nations. я могу обучить нацию. Entire nations. Всю нацию. I can baptize. Я могу крестить. I can teach. И я могу научить. I can make disciples. Я могу воспитывать учеников. And his authority goes with me. И его власть, она идет со мной. In Jesus' name, Во имя Иисуса. amen. Аминь.